Всем привет! Пятница, конец рабочей недели, и у меня грандиозные планы на эти выходные, а именно посетить жемчужину польских татар Морское Око. Подробностей об этой поездке будет немного, а вот невероятные виды гарантированы, поэтому погнали! Поездка буквально на сутки, а вещей набралось все равно прилично. Но, к моему счастью, все это легко вместилось в мой среднего размера рюкзак. А меня ждал 7-часовой ночной переезд на автобусе из Варшавы в Закопане. Такие поездки малоприятные, но приближающиеся в лучах рассвета горы и пейзажи вокруг добавляли мне сил, подогревали интерес и заставляли предвкушать приближающиеся приключения. И вот я уже в Закопане, и эта горная панорама зовет меня остановиться. Но я иду позавтракать, привожу себя в порядок и сажусь в маршрутный автобус, которых здесь полно и который везет меня ко входу на тропу. Уже здесь я понимаю, что людей будет много, и как вы сами скоро увидите, этот поход доступен практически каждому. Мне также пришлось отстоять очередь на вход, который, кстати, является платным. Как только вы попадаете внутрь, вас уже ждут кареты, готовые, разумеется, не за бесплатно, отвезти вас на конечную точку. Но если вас, как и меня, не пугает 8-километровая прогулка, то я советую идти пешком, дабы своим темпом окунуться в окружающую здесь природу. Ведь уже буквально на входе я встречаю пасущихся оленей, горные реки, и эти ошеломляющие виды отлично помогают забыть о толпах туристов рядом. Вообще, исходя из моего, пусть и небольшого опыта, эта тропа кажется одной из невероятно красивых и при этом максимально доступной. Я бы даже сказал попсовой. А в доказательство тому асфальтированная дорога и люди, идущие даже с колясками. На пути огромное количество водопадов. Есть места отдыха в виде лавочек и биотуалеты. И очень дикий на вид лес. Я решил немного срезать по вот такой каменной тропинке. Уклон на ней немного больше и, как следствие, идти сложнее. Но зато погружение в дикую природу еще сильнее. Nie dotykaj. Stań tu. Ale się udało. Nie dotykaj. Opłacało się ten wyjść, nie? А этот вид напомнил мне картинки из Канады, где пустынная дорога уходит в горы. Вот, кажется, я добрался к Морскому Оку. Chodź za mną. И да, людей здесь просто огромное количество. Но есть выход. Вокруг озера есть тропа, на которой можно насладиться атмосферой в относительном спокойствии.
Сама дорога представляет собой тропинку, мощенную камнями, поэтому я бы порекомендовал иметь более подходящую для этого обувь, а не как я, кеды с лысой подошвой. Мне повезло, что погода была солнечной и сухой. Я нашел уютное местечко и устроился на обед с невероятным видом. Вода сочилась буквально отовсюду. И кажется, на этом можно было закончить свое путешествие, как, наверное, это делает большая часть туристов. Но на том берегу виднеется водопад, на вершину которого я попробую подняться. Периодически приходится отрывать свой взгляд от озера, потому что тропа местами требует не только внимания, но и сноровки. А вот и заветная вершина водопада. И уже в начале пути я понимаю, что будет сложно. Эти каменные ступени не выглядят очень удобными. А местами даже приходилось вспоминать правило 3 точек опор. Что, будем скалолазить? Перепад высоты кажется совсем небольшим, около 200 метров. Но посмотрите на мое лицо. Приходилось довольно часто останавливаться, с трепетом смотреть на проделанный путь и восхищаться видом с новой покоренной высоты. Знаете, я был просто в шоке, когда увидел эту беременную женщину. Не представляю, как она справилась с таким подъемом. Что ж, остались буквально считанные шаги. Бачила тільки в інтернеті ці фотографії, а тут сама не робила. И вот я у ледникового озера Черный Став под Рысами, расположенного на высоте 1583 метра над уровнем моря. Теперь дать своим ногам передышку и можно немного прогуляться. А на десерт вершина того самого водопада
излюбленное место для фотографий, где люди порой, кажется, рискуют сорваться с обрыва ради впечатляющего фото. Поэтому ни в коем случае не повторяйте этого. Берегите себя и своих близких. А впереди меня ждал спуск, который иногда кажется еще сложнее, чем подъем. Мои кеды иногда готовы были скользить как лыжи, поэтому не повторяйте моих ошибок. И скажу честно, в конце спуска мои ноги просто дрожали. А по новому для меня берегу я отправляюсь ко входу на озеро. Вернуться на отправную точку маршрута можно также на карете. Но если у вас остались силы, то изменившийся угол солнца представит, казалось бы, уже знакомые виды в новом образе. Несмотря на усталость, я продолжал наслаждаться пейзажами. У меня был достаточно простой отель, но даже в нем мне повезло, хоть и с небольшим, но все же видом на горы. После ночевки в Закопане я также на автобусе возвращаюсь обратно в Варшаву. Выходные оказались достаточно активными и сложными. Я, честно говоря, даже был перенасыщен таким обилием красот. Но все же очень доволен. Пишите в комментариях, хотели бы вы отправиться в такую поездку или нет. Ставьте лайки, если так же, как и я, наслаждаетесь горными пейзажами. Берегите себя и до новых встреч!